Еще один небольшой путеводитель по Кыргызстану. Чувствую, надо делать, потому как в последнее время наша страна неожиданно стала популярной. Много приезжих появилось. Да, по чести сказать, и коренные жители часто родину свою знают не очень. А между тем, места у нас красоты удивительной, а история интереснейшая. Шелковый путь как-никак, смешение культур и народов. Поехали! Из Бишкека на юг по Ошскому тракту. Сентябрь ковидного 2020 года. Перевалы позади, мы в Чечкане. Красотища! А это уже главная река Нарын, в которую речка Чечкан впадает. Токтагульское водохранилище. Форелевое хозяйство на Курпсайском водохранилище. Из шахтерского городка Ташкумыр ушли на северо-запад, урочище Капчегай. Долина реки Карасу. Наш путь лежит к озеру Сары-Челек, голубому оку Тяньшанских гор. Никто из нас там раньше не был, не довелось как-то. Надо восполнять пробел. Да, валуны. Это лес такой по дороге до Сары-Челек. Переночевали в пустой и холодной гостинице. Теплое лето кончилось, не сезон. И с утра вверх по дороге. Знаменитые сарычелекские орехово-плодовые леса. Реликтовые на минуточку. Живой памятник былого. В заповеднике богатая фауна. Кабаны, волки и лисицы, дикобразы и сурки, козероги и снежные барсы. Кого только нет. Даже медведи и благородные олени-моралы были. Но браконьерство, понимаете ли. В советское время сюда 13 зубров завезли. Не прижились они, к сожалению. Вот еще все мы едем. Вот здесь внизу озеро Кылыкёль. Вот показалось озеро. Но это еще не главное. Называется Кылыкёль. Оно расположено чуть выше, и вода из него перетекает в Сары-Челек по узкой протоке. Да. Поломало. Биологи насчитали в здешних местах 1200 видов растений. Самые вкусные – грецкие орехи, дикая малина, яблоки, груши, алыча. В нижних частях ущельиц даже дикий виноград можно найти. А цветов вообще море. Особенно по весне. Ну, просто филиал рая, право слова. А вот это уже берег Сары-Челека, сенокос. Название озера переводится как «желтая чаша». Быть может, как раз из-за желтого обрамления по осени. Сама-то вода изумрудно-голубая. Практически у каждого из природных чудес нашей страны есть своя легенда. Здесь их несколько, на разный вкус. О старике по имени Сары, который плел из ивовых веток корзинки цвета золота и дарил их людям. О святом Тарсколе, от мощного удара посоха которого горы раскололись и образовалось озеро. О пришедшем сюда в сопровождении одетых в золотую чешую жрецов в китайском морском боге Хо, от крика которого скалы рухнули, образовав запруду. Но больше всего меня удивил рассказ о легендарном коне могучего Манаса Тулпаре, который после смерти хозяина убежал и поселился в глубинах озера, жив до сих пор и заводит здоровое и выносливое потомство с земными кобылицами.
Заняться тут, по чести сказать, особо нечем. Купаться запрещают, заповедник. Вдоль берега тоже не погуляешь, тропы нет. Любуемся красотами, что остается. Можно, правда, моторку нанять и по озеру прокатиться. Но прайс велик весьма. Отказались. Да и ладно, и так хорошо. Можете что-нибудь говорить даже. Мы уже едем вниз, это вот озеро Колокёль с другой стороны. Мы его сверху снимали. Теперь речелека сюда в Колокёль перетекает, впадает. Вот. Озеро. Двинулись в обратный путь. Планы на сегодня у нас обширные, но по разным поводам нет-нет останавливаемся. К примеру, ну как яблочко из райского сада не попробовать? Или видом сверху на долину не полюбоваться. Да. Придорожный родник. Ау. Можете не верить, но всего каких-то жалких 30 миллионов лет назад никаких гор в здешней местности не было. Лишь плоская плита, на которой накапливалась красная кора выветривания. Но потом на наш континент наехала Индия, и началась терка-мялка, и накопленные осадки стали сползать с новообразованных гор в долины. Вот они, как на выставке. Кербен, столица Аксайского района. Знаменитые южные люля-кебабы. Вкусно! Ну вот хороший вид, да? Токтат, тюрьма. Вот теперь. Еще одна из целей нашей поездки – ущелье Падыш-Ата. Здешняя легенда связана с арабской экспансией в Средней Азии в VI-VIII веках, когда династия Караханидов решила расширить границы исламского халифата. А коренное население тут проповедовало зороастризм, и люди не хотели в одночасье менять веру. И была суровая война, по сути столкновение цивилизаций. Возглавлял арабское войско шах Джарир, потомок пророка Мухаммеда. Местные племена учинили расправу над захватчиками, об этом я еще расскажу. Джарир уцелел и сбежал, оставив править вместо себя Саида Камаладдина Салмани Аль-Фарси. Он и есть Падыш, падишах, прах которого хранит мавзолей. С кучкой выживших бойцов он укрылся в глухом ущелье и продолжил исповедовать ислам. Паломники большими компаниями и семьями едут в святое место, помолиться и здоровье поправить. Природа здесь уникальная, хвойные леса, воздух и вода чистейшие. А вот место палатку поставить в ущелье нет совсем. Все подходящие поляны загорожены. А тут осень, не сезон. Хозяина, чтобы договориться, не сыскать. Решили заночевать в соседнем саю, где не так людно. Здесь размыто, там промыто. Короче, машину рвать не стали. Сошел сель. Смыл кусок дороги, проехать можно, но очень тяжко. Неправильно, Олег, едешь. Выкручивай, выкручивай. Вот попали в такой сель. Здесь Кочинач. Поедем вниз куда-то устраиваться на ночлег.
Сай-Чанач Южный. Вот на этой гостеприимной полянке мы переночевали. Хотели вчера вечером подняться выше по ущелью. Я там бывал когда-то по работе. Шикарное место. Поросшие еловым лесом известняковые скалы с огромными гротами. Чистейшая речушка и тишина. Но не судьба была. Сель дорогу смыл, сами видели. На УАЗе бы пролезли. А на нашей япошке я не рискнул. Порвешь машину, а выбираться как? Ну и так хорошо, местечко симпатичное. И, судя по названию, не скучное. Чанач — это сосуд для перевозки кумыса. Заправляли такой дополна и в дальнюю дорогу с песнями. Сай-то перевальный, конная тропа через хребет в Чаткальскую долину. Возвращаемся на главную трассу. Будем продолжать наши ландшафтно-исторические исследования. А вот с этим местом связана едва ли не самая грустная и ужасная легенда наших краев. Она основана на множестве фактов из разных источников, то есть максимально похожа на правду. Алабукинский район, Кишлак-Гулистан, мемориальный комплекс Сафет-Булан и Шах-Фазиль. О временах исламской экспансии я начал рассказывать в Падышате, помните? В 1282 году тюркский историк Джемаль Карши писал о могиле 2700 спутников пророка и их последователей в месте Испид-Булан. Сафет-Булан в современной транскрипции. Он говорил, что они были посланы халифом Османом под начальством Мухаммеда бен Джарира, Шах-Джарир, помните? Который по преданию являлся потомком Мухаммеда. Как дело было? Местные жители, зороастрийцы, не горели желанием принимать чуждую веру. Сопротивление возглавил некто по имени Караван Ас-Акшит. Он воспользовался моментом и напал со своим войском на склонившихся в молитве в пятницу 2700 воинов-арабов, обезглавив их всех. Шах-Джарир при этом вроде как успел убежать в Мекку. К телам убитых никто не прикасался, боясь наказания, за исключением 13-летней чернокожей служанки Джарира по имени Булан. Она не побоялась гонений со стороны язычников. Везде искала голову своего хозяина и не нашла ее. Но по ходу дела перемыла все отрубленные головы в роднике, захоронила их и, как положено, оплакала. От увиденного и пережитого кожа девушки побелела, а волосы поседели, за что ее стали называть Сафет, белая. А спустя 40 лет сюда пришел сын Джарира, Шах-Фазиль, который так и ввел ислам и жил здесь 15 лет. И в его память около 600 лет назад построили мавзолей, быть похороненным рядом с которым великая честь для религиозных деятелей и правителей. Вот такая сказка-быль. رأيت من أهلك الله ومن يرحمنا ألا يجير لكافرين Здесь был источник. Почему? По-моему, да. Ну, потому что, да, и вот здесь она переносила туда, складывала, умывала. Черный камень, а тут красные пятна, говорят, кровь. Здесь она омывала это все.
хватит о грустном. Легли на возвратный курс в сторону дома. Приближаемся к Ташкумыру. Наша задача на сегодня — найти уютное пристанище для ночлега и празднование дня рождения Светы. Да, событие у нас. И кажется, я знаю одно подходящее местечко. Настроение приподнятое, предвкушаем. Походу внимаем легенде далекой палеогеновой эпохи, в мелководных морях которой нежились создания удивительные весьма. Предки слонов, к примеру, то отращивали ласты и уходили в море, то возвращались на сушу, но не все. И некоторые из них до сих пор косят подводные луга под именем дюгоней. Как причудливо мироздание! Ну и сентября, Света день рождения. Праздничный лагерь. Чем применяется? Куда говорим? Вообще помните или сюда чай? Я туда чай можно забрать. Тогда давай мне чай. Да. Давайте. Это сегодня покушали утром. Так, это называется огласите Дары весь, леса. да, огласите весь список. Дары леса. А вот это чай с шиповником. И праздничный костер, конечно же. Достойное завершение вечера. Пишем свою собственную романтичную легенду. Ой, вообще. Сами кладут вот в эту, ну там прям вот готовые ванны. Ага. Такая баня. Ущелье называется Курпсай. Красоты тут скромные, на любителя, но если приглядеться, местами очень даже ничего. И дикий виноград здесь растет, мелкий, но вкусный. А еще грецкий орех, урюк, фисташка, алыча и дикие яблоки. Геологическая легенда этого района своеобразная. Тут все больше про палеозой, про осадки мелководного моря конца каменноугольного периода. Динозавры еще не народились, но род головоногих моллюсков прожил к тому времени на нашей планете уже лет так 400 миллионов, а рыбы 200-300 миллионов. Грустно осознавать, что человек, по ошибке именуемый разумный, в истории нашего мира есть снабженное потенциально разрушительным разумом дитя несмышленое. Но это факт. И дитятка это не способна решить простую задачу благожития всего сущего, что грозит проблемами немыслимыми. Но, как нам сообщили великие философы, 70% проблем решаются сами с течением времени, а 30% нерешаемы в принципе. Так что страдай или не страдай, на исход не повлияешь. И еще в Курпсае можно проводить тренинги для молодых геологов по изучению флиша. Градационная слоистость, иероглифы, зеркала складок. Звучит волшебно. Население местное, всего несколько семей. Домишки разбросаны по ущелью. Возле каждого огородик и обязательно загон для скота. Без этого тут не выжить. Держат в основном коз. Для другой скотины травы на каменистых склонах недостаточно. Вот здоровенный грот. Сюда загоняют коз на ночь в зимнюю стужу. Не просто здесь прокормиться и обогреться зимой.
А люди тут живут замечательные, работящие и гостеприимные. Со светлой грустью они рассказывают легенду своей молодости. Как строили Курпсайскую гидроэлектростанцию в альпинистской бригаде Мамасылы Сабирова, мечтая о светлом коммунистическом будущем. Что-то потом, к сожалению, пошло не так. Ну чего уж, зато рядом с домом нерукотворный сад есть. Полная чаша, живи да радуйся. Вот только, к сожалению, нетронутые уголки, как этот, все чаще посещаются людьми, и далеко не каждый из них готов прибрать за собой. На моей памяти еще каких-то лет 10-15 назад сай был гораздо зеленее, меньше пыли и мусора под кустами. Широко шагает цивилизация. Фисташка растет чуть повыше на склоне. Это все фисташковые деревья. Небольшой сад у дороги. Тут хозяева инжир вырастили и нас угостили. От всех болезней мира лечит, между прочим. Спасибо. Растение рода фикус, семейство тутовые. Удивило, не знали об этом. Родина – горы на юго-западе современной Турции. Вот. Нам хозяева угостили. Говорят, рвите. Молодец, хороший посадил. Считаю, мне в жизни очень повезло. Господь наградил бродячей профессией. В связи с этим довелось повидать великое множество чего. И как я сожалел, ползя по скалам на пик Пятитысячник на высоком Алае, что нечем запечатлеть красоту и величие грандиозных гор и ледников вокруг. Камеры тогда были слабенькие, пленочные. Сегодня-то цифра много чего позволяет. И желание показать народу разные прекрасности, особенно малоизвестные, сохранилось. Так что буду стараться и далее. За сим позвольте попрощаться. Подписывайтесь на наш канал, где мы продолжим рассказывать о всяких любопытных местах, в которых удалось побывать. Авось кому пригодится. До новых встреч в эфире!